Привет, девчонки, меня зовут Елена, и вы на моем канале, и у нас сегодня наращивание на верхние формы. Конечно, намучилась я, дай Боже, но, тем не менее, усекла несколько там плюсов и минусов, и, надеюсь, мои подозрения будут вам полезны. Начинаю работать с Фиброглаз гель, извините, перевод не помню. Так вот, им наношу тоненький слой. Этот гель такой упругий. Кстати, эту фирму я всегда рекомендую. Очень хорошие у них гели. И, кстати, хорошая цена. Вот. Естественно, я сделала до этого пометочку, да, докуда и чего, куда я буду это все делать. И нашла такие чешуйки у себя в запасе. Решила сделать их. Думаю, ну хоть куда-то их впихнуть. Вообще по задумке не было. Я неделями думала, что же делать. И вот, мне кажется, до сих пор я уже хожу неделю с этими ногтями, и так я и не закончила ничего. Покрываю еще раз одним тоненьким слоем. Это все тоже не спрашивайте зачем, потому что потом буду покрывать этим камуфляжем. Мне кажется, все-таки вначале я собиралась сделать их прозрачные, и потом что-то пошло не так. И я решила все-таки нет, хочу камуфляж под низ. Очень прикольно, кстати, получилось. Очень красивенькие ногти, симпатичные. Единственное, что 2 дня спустя я их слегка укоротила. Все-таки длинноватенькие получились. Ну, как они красиво смотрятся. Мне очень нравится вот эта форма. По-моему, называется она Pipe, не помню. И моя ошибка была в том, что я гелями-то я не пользуюсь. Вообще очень редко. И я решила, думаю, ну хоть куда-то их пихнуть, эти гели. И вот это в этом была моя ошибка. Все-таки гелем на верхние формы, ну неудобно. Ну, блин, оно падает. Я большой палец, по-моему, 3 раза переделала. Так как в лампе у меня он почему-то слетал и плохо закреплялся. Мои ноготочки растут вниз. Поэтому я почему-то думала, что мне будет легче там внизу разравнивать, если работать с гелем. Но правую руку я все-таки сделала полигелем. И поверьте мне, это намного удобнее. Вообще работать верхними формами очень быстренько. Ну вот реально я сделала их до того, как, да, вот я сняла. Кстати, потом записала размеры заранее, какие размеры мне подходят, чтобы в следующий раз сделать, допустим, те же верхние формы чуть-чуть заранее, если там какой-то дизайн предусматривается или чего. Но в этот раз мне пришлось снять свои ноготочки, чтобы измерить, замерить, какие размеры мне подходят. И ну, очень произошло наращивание очень быстро. И вот эту ступеньку я убираю тоненькой фрезой. Ей я обычно убираю ноготок или толщину из-под низу ногтя. Наращивание. И в принципе все было вообще очень даже быстренько произошло. Опила, кстати, вообще практически нет. Единственное, я прошлась вот этой пилочкой, потому что планировала сверху делать апекс. Но вот правую руку я сделала на полигель, и апекс я до сих пор не сделала, уже 4-й день хожу с этими ногтями. И такая подумала, вот я сейчас ношу их, а зачем там апекс? Там реально очень большое углубление, и там в принципе, может по ногтям-то и незаметно, по описанию, по очертанию, но когда я ложила туда гель, прям ну, видно, что там дофига влазит. И вот этот апекс на левой руке я еще делала. Ну, то, что мне вот оно слишком прямое, да, вот это апекса, вот это изгиба нету. Но могу сказать, что на правой руке я его не делала. И считаю, что, в принципе, эти верхние формы не нуждаются в апексе. Они, ну, да, смотрятся плосковато, но, тем не менее, апекса там внутри самой формы достаточно. И вот этим гелем я уже сделала себе апекс, по-моему, постаралась без опилы, опилы я не делала. Покрыла все это базой или топом и ходила так сутки. Потом я это все забафила. Вообще китайку я рисую по матовому топу. Но здесь я просто добавила поверхность, забафила, и в принципе все получилось. Опять же, когда я выбирала дизайн, я долго думала, что же сделать. Все-таки, ну, прикольненько смотрится. Именно цветом покрывать я не хотела. И решила почему-то лалетовые цветочки в китайской росписи. Если бы я не рисовала на камеру, конечно, у меня бы намного легче, это быстрее все получилось. А на камеру, конечно, это было жесть, это был трэш, конечно. Но сам цветочек получился симпатичный. Но из-за того, что эта фирма, сама форма, это этой Pipe, все-таки он, ну, цветок огромный, да, здоровый, но, блин, его не сильно это заметно сверху.
Поэтому дизайн мне не сильно понравился, но я покажу все-таки, как я его сделала. Мне спрашивают, зачем. Но потом было у меня такое желание это все дело стереть и сделать что-нибудь другое. Но вот хожу уже недельку. И по ходу я так прохожу еще 2 недели. Ну, цветочек, конечно, симпатичный. Как всегда, я отключила телефон. И как всегда, что-нибудь там приходит. Вот как без этого? Как так жить? Так вот, цветочек я сделала в 2 яруса. В принципе, сделала его огромным. Ну, блин, плохо его видно сверху. И с цветом чуть-чуть я не угадала. Подумала, что под подставой линии все-таки желтый, который у меня вот эти чешуйки, ракушки, и сиреневый, они хорошо сочетаются, но вот в этом варианте мне не сильно нравится. И я пока еще думаю, что мне сделать. Кстати, девчонки, у меня в группе, может, что-то посоветуйте, какой-то дизайн мне можно придумать, чтобы не покрывать полностью ногти цветом, а сделать какой-то дизайн. Не знаю, какой-то, может, неоновый, зеленый, не придумать что-нибудь. Если есть желание, я буду только рада, скидывайте мне у нас в группе. Ссылочка у меня всегда в описании. Вот. Что хотела добавить еще по поводу этих форм. Они, конечно, прикольные. Мне очень нравится эта форма. Мне смотрится очень изящно. Кстати, я подкоротила где-то дня 3 спустя, где-то на миллиметров 7. И вот все. Вот тогда форма удобная, прекрасненько в обиходе. Вот такая длина у меня была слишком, как говорится, в обиходе тяжеловато. Было сложно мыть посуду. Хоть у меня есть посудомойка, но тем не менее. Кстати, вот когда сделала эти ногти длинные, посудомойка моя поломалась. Я такая, югу. Но посуду мыл мой папаня, и поэтому мне было легче, да. А потом мы купили новую посудомойку. Так вот, я, тем не менее, их укоротила и прекрасненько с ними хожу. Симпатичная форма, повторюсь. Если найду ссылочку на эти формы, то я оставлю, но покупала я их очень давно и не уверена, что найду ссылку, но вдруг получится. И в принципе, вот я могу сказать, что вот я там купила гелевые типсы, хочу попробовать тоже видео сделать на гелевый типс и вот сравнить, что удобнее делать на себе, все-таки гелевые типсы или верхние формы. И могу сказать точно, что если верхняя форма прям идеально подходит к вашей ногтевой пластине, то, конечно, это удобнее, чем делать на нижние формы. По крайней мере, на правой руке. Вот. И я, кстати, делала вот эти полосочки, точки заточинки. Я делала краской белой от Feng Shui Mei, и она не просохла. Поэтому потом я за кадром переделала и рисовала то же самое, только от Beauty Lux. Так что Feng Shui Mei подходит только для Китая. Как вы там умудряетесь рисовать по толстые, тонкие линии, я просто в шоке, я без понятия. Ну вот я уже хожу с ними недельку, я очень довольна. Формы очень симпатично она смотрится. Так вот, не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши комментарии. Мне очень приятно читать их. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч. Добавляйтесь в нашу группу. У нас там хоть и скучно, но может быть после вас будет веселее. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока.